Как-то раз я гулял со своим товарищем, как я помню, это был 2016 год, первый курс, то есть уже прошел выпускной, школа осталась позади, мы поступили в университет, и тут мой друг выдает такую фразу. «Данила, знаешь, вот нам уже по 18 стукнуло, а такое чувство, что жизнь уже прошла». Я очень часто вспоминаю слова своего товарища. Ну, знаете, казалось бы, 18 лет. Если брать среднюю температуру по больнице, то за 18 лет человек, в принципе, уже успевает хорошенько покутить с друзьями, пострадать на любовном поприще, где-то поработать, посмотреть города и веси, короче, набраться какого-никакого жизненного опыта. А что потом? Если посмотреть на вещи примерно так же, как мой товарищ в момент нашего с ним разговора о невыносимой тяжести 18-летнего бытия, то окажется, что человека в будущем ждет примерно то же самое. Кутеж, работа, путешествия, страдания, ну и, наверное, еще что-то по мелочи. Я прекрасно понимаю, что со всем этим можно поспорить, но тут важно настроение, ощущение упадка и того, что весь твой жизненный путь уже определен. Я также поймал себя на мысли, что когда ты учишься в школе, то на горизонте постоянно маячит окно возможностей. У кого-то оно находится в районе 9 класса, у других в области 11, а у третьих, наверное, где-то еще. В любом случае, в школе ты заперт в 4 стенах и вынужден слушать то, что в жизни тебе почти не пригодится. Но ты знаешь, в конце концов будут экзамены, выпускной, а это значит, что перед тобой так или иначе откроется большой мир, а вместе с ним будет и возможность выбрать свой собственный жизненный путь. Возникает ощущение, что совсем скоро начнется новая жизнь, но столкновение с реальностью зачастую вносит свои коррективы. Датский философ Сёрен Кьеркегор в свое время писал: «Если бы я мог пожелать сейчас чего-то, я пожелала бы не богатства или власти, но страстного чувства возможного, вечно юного и горячего взгляда, созерцающего возможное. Наслаждение разочаровывает, но возможное никогда». И вот сейчас, вспоминая как слова друга, так и строки европейского мыслителя, я чувствую, что мое окно возможностей миновало и больше никаких окон не предвидится. Конечно, не факт, что оно так и есть. Я говорю вам про ощущения и чувства. Мы так периодически шутим с друзьями, что мы уже в принципе встали на путь скуфидонства. Ну а что? Образование есть, стабильная работа есть, облысение есть, пиво по пятницам также в наличии. В таком режиме можно прожить всю оставшуюся жизнь и не шелохнуться. Осталось только найти девушку, порадовать родителей внуками, и вот уже можно сказать, что жизнь удалась окончательно. Ну это, конечно, все в кавычках. На самом деле все эти штуки очень сильно угнетают. Ты постоянно думаешь о том, как бы не оказаться в этой ловушке взрослой жизни окончательно, но боишься что-то менять. Ты задаешься вопросом: если в конечном счете, предположим, тебя сожрет рутина, то сможет ли возникнуть просвет? Какое-то мимолетное чувство, которое проникнет в самое сердце. Как в песне группы «Перемотка», стук твой под кожей, мира-апологет. Сможет ли возникнуть то, что оправдает твой образ жизни и саму твою жизнь? Произойдет ли чудо? Осталось ли в твоей душе место для той особой связи, если все уже совершилось, или на это не стоит даже надеяться? С таким настроением я подошел к фильму «Трудности перевода» Софии Копполы, и, конечно, это было очень меткое попадание. После просмотра этого фильма я залипал в окно, слушал музыку, слушал себя и вспоминал слова Говарда Хоу о том, что моржи никогда не плачут. Но шутки в сторону. С вами Данилюк, давайте попробуем понять, почему фильм Софии Копполы достоин внимания, каким образом он раскрывает кризисные состояния героев и в чем заключается сущность потери или даже потерянности при переводе. Ну и, конечно, без спойлеров не обойдется, поэтому, дорогие друзья, учтите. Кино открывается следующим образом. После того, как зритель вдоволь насмотрелся на пятую точку 17-летней Скарлетт Йоханссон, он встречает героя Билла Мюррея, который едет в такси по Токио. Боб Харрис, а именно так зовут героя Мюррея, смотрит на огни ночного города, и мы вместе с ним проникаемся этим особым восточным вайбом. Непонятные надписи на чужом языке, многолюдные улицы, реклама, дорожный трафик, в общем, вся эта совокупность очень сильно влияет. На этом фоне вспоминается собственный опыт. Поездки на машине лично для меня это всегда небольшая терапия. Когда ты смотришь на окружающее тебя пространство, которое постоянно меняется за окном автомобиля, ты успокаиваешься. Тебя на какое-то время перестают занимать те вопросы, которые беспокоят обычно, и в этом я нахожу особую прелесть путешествий. Они могут помочь в побеге от того, что тебя не удовлетворяет. Возникает вопрос: вдруг и протагонист от чего-то бежит в тот момент, когда смотрит на большой город в движении? Бобу Харрису на самом деле есть от чего бежать. Во-первых, он явно подавлен из-за того, что не может раскрыть свой актерский талант в полной мере. По сюжету Боб Харрис именно что актер, но вышедший в тираж. Да, он успел стать узнаваемой личностью, но теперь вместо кино он вынужден сниматься в рекламе виски Сантори и ходить на дешевые развлекательные шоу. По сути, кризисное состояние героя видно уже с первых минут. По прибытию в номер он принимает позу: «Дорогая, извини, что не отвечал весь вечер, но я снимал штаны, присел на кровать и просидел так 4 часа, глядя в стену», а довольно простой кадр, где главный герой
американец едет в лифте с японцами, дает понять, что Боб Харрис чужой на этом празднике восточной жизни. Даже мимолетная встреча с теми людьми, которые знают Боба как актера, лишний раз напоминает о его ненужности и заброшенности в большом кино. Во-вторых, его тяготит общение со своей женой. В фильме есть характерные эпизоды, которые выражают дистанцию между супругами. И если Боб забывает поздравить своего сына с днем рождения, то его супруга хороша не менее. Она отправляет Бобу факс в 4 часа утра с предложением подумать насчет полок для его кабинета. И вы, конечно, понимаете, что Япония и Америка находятся в разных часовых поясах, а это значит, что жена героя не придала значения тому, где в данный момент находится Боб Харрис и в каком часовом поясе он живет. Даже если она просто забыла про такую вещь, как часовые пояса, то в любом случае и в других ее действиях есть что-то безразличное по отношению к партнеру. Супруге важны лишь полки и другие бытовые штуки, которые для Боба не имеют никакого значения. Все это создает пространство одиночества и отчужденности. Тут нет ни малейшего намека на понимание и разговор по душам. Когда наше зрительское внимание переходит к героине Скарлетт Йоханссон, которую зовут Шарлотта, то мы обнаруживаем, что на какое-то время фильм распадается на две параллельные сюжетные линии. В одном случае мы наблюдаем за жизнью Боба Харриса, а в другом за жизнью Шарлотты. Так Боб Харрис приехал в Японию в компании самого себя, чтобы сниматься в рекламе и очень сильно утомляться от своеобразного подхода к режиссуре со стороны японцев. А Шарлотта находится в Японии со своим мужем исключительно из-за его работы. Но даже близость к своему партнеру не спасает ее от одиночества. Именно одиночество является той отправной точкой, которая в дальнейшем позволит соприкоснуться Бобу и Шарлотте и начать общение друг с другом. А пока что Шарлотта смотрит на ночное Токио и пытается уснуть рядом со своим мужем, и несмотря на это, ее кризисное состояние продолжает развиваться. В одной из сцен в телефонном разговоре Шарлотта открыто признается в том, что она даже не знает, за кого вышла замуж. У нее с парнем и правда очень странные отношения, чтобы вы знали. У них нет диалога. Муж постоянно говорит о своем, рассказывает о каких-то съемках и глупостях на съемочной площадке, и в принципе даже не пытается поинтересоваться, как себя чувствует его девушка. Это напоминает ситуацию Боба Харриса с его женой. Постоянная игра в одни ворота. Никто друг друга не чувствует и даже не пытается понять. Боб и Шарлотта окружены какой-то пустотой, пустыми разговорами, пустыми действиями, пустыми событиями. Хотя, казалось бы, у них все есть. Есть отношения, деньги и даже какое-никакое общение, если это можно назвать общением. Но вся эта совокупность перечисленного не подразумевает искренности и, самое главное, открытого диалога. Причем этот диалог не обязательно должен выражаться через вербальное общение, и я сейчас все объясню. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на сцену, когда Боб и Шарлотта впервые встречают друг друга. Сцена в лифте, пример глубинной мизансцены. Этот кадр выстроен таким образом, что мы сразу обращаем внимание на Билла Мюррея, который находится на переднем плане. Пока что в отношении среднего и заднего планов присутствует расфокус, что в принципе можно объяснить отсутствием внимания Боба к окружению. Зато, когда он перестает зевать, мы видим, что на заднем плане присутствует Шарлотта, и они встречаются взглядами друг с другом. Шарлотта улыбается, а Боб дружелюбно поднимает брови. Всего лишь несколько человеческих жестов, но в них уже куда больше искренности и понимания, чем во всем том, что мы видели ранее. Это поразительно. Счет идет на секунды, но нам уже кажется, что связь между этими людьми образовалась мгновенно. Так подсказывает и мой жизненный опыт. Ты можешь знакомиться с разными людьми, быть настолько многословным и действенным, насколько это вообще возможно, но это не является гарантом того, что между тобой и кем-то обязательно возникнет связь, поскольку важной составляющей этой связи как раз и является искренность, а также простое понимание другого человека, сопереживание ему. При таких раскладах слова совершенно не обязательны, но эмпатия должна быть в этом процессе понимания друг друга, и если ты не сопереживаешь и даже не пытаешься это сделать, то из этого вряд ли получится что-то хорошее. Трудности перевода — это в каком-то смысле гаптический, осязательный фильм именно в том плане, что София Коппола показывает общение Боба и Шарлотты как раз в большей степени не через слова, а через все то, что позволяет людям обходиться без слов, но понимать друг друга. В этом есть своеобразный конфликт. В одном случае люди общаются через разные словесные конструкции, но ничего не понимают, а в другом случае им достаточно прикосновений, взглядов, мимолетных улыбок, невинных поцелуев, коротких встреч и даже прослушивания музыки. Так они глубже подходят к пониманию собеседника и самих себя, хотя и поговорить они тоже успевают. Это правда. Перед тем, как сделать этот ролик, я очень часто пересматривал сцену в караоке. Я посмотрел ее бесчисленное количество раз, и мне все время казалось, что вот именно здесь Боб Харрис показывает свою Last to Shining Soul. И в самом деле, когда Боб поет More Than This группы Roxy Music, ты буквально ощущаешь, как Боб выплескивает свои эмоции. В этом есть то, что вызывает грусть. Возрастной чувак сидит среди молодежи и поет о том, что нет ничего больше этого постоянного движения, которое несет в том числе и человека по его жизненному пути. По крайней мере, я именно
именно так понимаю эту песню. Однако в этом есть и красота момента. Мысль о том, что жизнь человека — это билет в один конец, заставляет ценить настоящее. Сам Боб в этой сцене имеет максимально усталую физиономию, как будто он отпахал 12 часов на заводе. Вместе с тем, несмотря на скорбный вид Боба, я подумал, что именно исполнение песни героем Билла Мюррея является наивысшей точкой выражения как любви к настоящему, так и зарождающейся любви между главными героями. Ведь в конце концов, минуя усталость и пространство непонимания, Боб мельком смотрит на Шарлотту, и они встречаются взглядами. Конечно, Шарлотта смущается, а Боб продолжает периодически смотреть на экран, чтобы не упустить текст песни. Но мы чувствуем, что они явно симпатичны друг другу. И вот Боб поет уже не для себя, а для нее, для Шарлотты. Но всему этому предшествует знакомство главных героев, которые сходятся именно потому, что они, одинокие и уязвимые, устали от происходящего вокруг. Знакомятся герои постепенно. Сначала они встречаются в лифте, потом в ресторане, а затем Шарлотта спрашивает: «Привет, я подсяду?» И вот тут начинается диалог, посредством которого герои лучше узнают друг друга и, более того, находят общее. Они страдают от бессонницы, которая явно обусловлена тем, что им чего-то недостает. Ясное дело, если нам все говорит о том, что и Боб, и Шарлотта не могут найти общий язык с окружающими их людьми, то они, по крайней мере, попытаются найти общие точки соприкосновения именно друг с другом и продолжить общение в более активном ключе, что, собственно, и происходит. И мне нравится, как это реализовано. Все начинается со сцены, где Шарлотта и Боб в очередной раз сидят в ресторане по отдельности. Шарлотта оказывается в компании своего мужа и его друзей. Они пытаются что-то разгонять, беседуют, пустые беседы, и для Шарлотты все это максимально грустно невкусно. А Боб смотрит на это со стороны в гордом одиночестве и по-доброму шутит над тем, в какой скучной компании оказалась героиня. Шарлотта оказывается в положении того человека, который притворяется, что ей нормально в этой компании. Вы наверняка хоть раз в жизни ощущали что-то подобное, оказываясь в коллективе, который вам совершенно чужд, но вы были обязаны провести с этими людьми время. Но тут Шарлотта совершает поступок. Она признается в том, что ей непонятно, о чем именно говорит парень, который ездит по ушам на тему хип-хопа, а дальше больше. Когда знакомая мужа Шарлотты начинает говорить о новом очистителе организма, героиня выражает недовольство. Она еле заметно вздыхает и прикрывает глаза. В этом есть ощущение смертной тоски и разочарования в том, что жизнь уходит на такие пустые разговоры, и самое главное во всей этой истории — никто не пытается друг друга понять. Причем героиня не скрывает свое настроение, она искренне утомилась от всего этого, и показать свои чувства в такой ситуации — это более чем искреннее дело. И как итог всей этой ситуации, Шарлотта иронично сходится с Бобом на том, что пора со всего этого валить, и уже после этого, встретившись еще раз абсолютно случайно, они собираются закутить вместе. Я в очередной раз обращаю внимание на такие тонкие вещи из-за того, что мы должны учитывать простой факт. Кино — это не только голый сюжет. Один мой товарищ как-то сказал, когда мы с ним обсуждали трудности перевода, что весь этот фильм в сущности про то, как Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон встречаются в Токио, их никто не понимает, но они влюбляются друг в друга и в конечном счете просто расстаются. И даже не поспорить. История кажется действительно довольно простой, но самое главное то, как эта история рассказана самим режиссером. Глубина трудностей перевода, на мой взгляд, создается путем умелого конструирования пространства, пустоты и недопонимания, которое постепенно уступает проживанию осмысленной жизни нашими героями. Все средства в виде операторской работы, музыки и всего остального работают именно на то, что мы буквально физически можем почувствовать настроение одиночества от первой половины фильма и микс различных настроений от половины второй. И все это в том числе влияет на наше восприятие кризисного состояния героев. Фильм довольно открыто говорит о том, что с Бобом и Шарлоттой не все в порядке. Они и сами говорят об этом, но глубина их переживаний выражается в основном через то, что остается без комментариев, а именно через простые действия этих двух людей, проживающих свои жизни. По мере продвижения по сюжету герои развивают диалог друг с другом, они начинают делиться сокровенными вещами, причем если изначально все это похоже на синдром случайного попутчика, то в конечном счете мы более явно обнаруживаем здесь чувства, и это важно, ведь в таком случае Токио перестает быть местом одиночества. Этот город порождает чудо случайной связи, которая сама по себе не становится пошлой. Даже в тот самый момент, когда Боб и Шарлотта оказываются в одном номере и на одной кровати, можно подумать, что все идет к тому самому, и когда до этого практически уже доходит, герои мирно ложатся спать, а Боб трогает девушку за ногу и ободряет ее. Если в этом фильме и существует накал половых страстей, то он отводится в сторону певицы, которая периодически появляется на заднем плане в сценах ночного ресторана. Да, Боб Харрис закручивает небольшую интрижку с певицей, и Шарлотта ревнует, но когда я увидел то, что произошло, я подумал, Шарлотта сохранила чистоту платонических отношений с Бобом, а Боб показал себя мужчиной, который уже оказался в западне этой взрослой
взрослой жизни, где непонимание семьи давит настолько, что это толкает его на подобного рода поступок. Конечно, это тоже спорно. Наверное, если сильно пожелать и захотеть, можно и в космос полететь и воздержаться от возвратно-поступательных движений. Но мне кажется, что Боб адекватно оценивает свое положение. У него вряд ли что-то изменится, и он не собирается губить жизнь Шарлотты своим присутствием. Хотя в нем видна борьба, конечно, он хочет быть с ней, но не может в силу различных причин. И я должен добавить еще одно. Чтобы вы понимали, Боб Харрис для меня явно не образцовый персонаж. Меня, например, часто смущала его несдержанность по отношению к японцам. Все эти постоянные шутки над их произношением, которые иногда переходят грани, особенно шутка про любовь к почерневшим пальцам. Довольно странно слышать подобное от человека, который получает деньги благодаря этим самым японцам, но, как говорится, кто без греха, и уж тем более давайте спишем подобное на кризис среднего возраста. Это не отменяет того, что на самом деле «Трудности перевода» местами действительно очень смешная кинолента. Японцы могут показать свой нрав и успешно это делают, поэтому Бобу Харрису тоже достается. Между ними вообще есть какой-то свой локальный конфликт. А вы думали, почему Боб Харрис надел именно тактическую футболку на встречу с друзьями Шарлотты? Сама Шарлотта более открыта по отношению к японцам и японской культуре. Она занимается искусством под названием икебана, наблюдает за религиозными ритуалами, путешествует и даже что-то в этом находит, что видно в сцене с японской парой. Шарлотта в этот момент будто пробудилась от уныния, увидев такую красоту течения жизни и единения двух людей. На этом фоне Шарлотта и Боб несколько отличаются друг от друга. Боб куда сильнее варится в собственном соку, и мне кажется, что это тоже возрастное. Итак, после того, как Боб Харрис провел время с певицей, он идет обедать с Шарлоттой, но диалог у них совсем не клеится. Уже потом вечером они встречаются друг с другом на улице из-за того, что в отеле срабатывает пожарная сигнализация, и сходятся на том, что это был худший ланч в их жизни. До расставания остается один день. Боб улетает совсем скоро, и Шарлотта пытается убедить его остаться, но они расходятся на довольно невинном и таком неловком поцелуе. И вот уже начинается утро. Боб прощается с Шарлоттой, но между ними все равно остается чувство недосказанности, и это самое неприятное, знаю по себе. Но все же Боб находит возможность еще раз встретиться с Шарлоттой и выразить свои чувства полностью. Кстати, те, кто смотрел этот фильм, наверняка, как и я, гадали, что именно Боб сказал Шарлотте в момент их последней встречи, но я скажу вам так, это не важно. Сама сцена лишь подтверждает правила, которые мы уже вывели в этом ролике. Слова не так важны для того, чтобы чувствовать людей. Мы, зрители, понимаем, что происходит без лишних слов. И это понимание достигается путем сопереживания этим двум героям. София Коппола все сделала для того, чтобы мы поняли, каково это — любить и вместе с тем переживать расставание здесь и сейчас, в этот момент. Если вы когда-нибудь прощались с любимым человеком и знали, что больше его никогда не увидите, то наверняка согласитесь с тем, что эта сцена максимально реалистично передает те чувства, которые возникают при этом тяжелом событии. Я сам неоднократно переживал подобное, поэтому, когда я смотрел на Боба, то думал: о, это же литературная. И от этого я сам, как зритель, переживал еще больше и буквально отдавался этой киноленте без остатка в ее последние минуты. София Коппола без сомнения создала многогранную ленту. В ее работе есть место и радости, и грусти, каким-то абсурдным вещам, но и осмысленным тоже. Трудности перевода, пожалуй, вообще из-за разряда тех кинолент, которые похожи на сон. В этом произведении даже есть что-то сокрытое, какая-то атмосфера таинственности, которая навевается благодаря пространству отеля. Один раз я поймал себя на мысли, что здесь есть даже нотки синего бархата. В одной из сцен Боб Харрис закрыл дверь номера, в котором проживает Шарлотта, а потом оказался в пространстве коридора. В этот момент на него навалилась такая тишина, что я сразу вспомнил сцену с Джеффри Бомонтом, который вышел из квартиры Дороти Вэланс и также оказался в давящей тишине. Фильм «Трудности перевода» сильно запал в мою душу, наверное, именно потому, что я уже не тот парень из 2012 года, который записывал ролики о зеленом слонике и думал о том, как много всего интересного меня ждет впереди. Я уже увидел много интересного, это правда, и меня бодрит мысль о том, что мне уже удалось пережить множество светлых моментов в своей жизни, впрочем, и плохих тоже. И мне иногда кажется, что все уже прошло, все позади. Но трудности перевода заявляют однозначно, это еще не конец. Даже в самом глубоком унынии и в самое непростое время ты сможешь найти доброе и вечное. Ты сможешь найти понимание. И твоя полная потерянность — это не приговор, если твое сердце до сих пор открыто и способно любить. Даже если дальше не будет проще, как говорит Боб Харрис, у тебя все равно есть все шансы прожить новые светлые дни, которые навсегда останутся с тобой. И после такого ты, как рыцарь Антониус Блок, наверняка скажешь: я унесу свои воспоминания в ладонях так бережно, будто это чаша до краев, налитая парным молоком, и это будет мне верным знаком и великой наградой.
А я прощаюсь с вами, дорогие друзья, и прошу подписаться на мой канал. Если вам не сложно, оставьте комментарий под этим видео. Я более чем уверен, что у вас также есть личные истории, связанные с этой кинолентой, которые достойны внимания. Я был рад сделать для вас этот ролик. Мы теперь встречаемся редко, но метко, и знаете, что без вашей каждодневной поддержки я уж точно ничего бы не сделал. Спасибо вам за помощь. До новых встреч.